Наливайте чай или кофе, и сейчас поболтаем. Значит, вчера произошел такой случай, что мы пошли гулять, я, мама и дети. Мы пошли гулять на море, и как раз по пути на море раздался мне на мой телефон звонок. И когда я открыла телефон, сказала «Алло», я услышала голос такой женщины с таким, как пропитым таким голосом. «Алло», такой. Вот. И мне женщина по телефону, я думаю, какая-то взрослая женщина звонит, может быть, пожилая. Она по-арабски мне говорит: «Галя, здравствуй, это жена Аделя». Адель – это брат моего мужа, и жена его достаточно молодая девчонка. И я почему удивилась, что по голосу ей было как будто взрослая женщина, она вообще-то, ей, по-моему, еще даже 30 лет нет. Вот, и она сказала мне, что «Здравствуй, Галя, это жена Аделя, брата Мухаммеда». И Адель, говорит, хочет поговорить с Эй. То есть без каких-то там вступлений, как ты, как дети поживают, на что вы живете. Она мне сказала, что Адель приехал из Саудовской Аравии, и он хочет поговорить с Эй. Вот, значит, его брат Мухаммеда, он средний брат Адель, и он работает в Саудовской Аравии уже несколько лет, как большинство египтян. Если они куда-то выезжают, то они уже сидят там безвылазно. Но он приезжает иногда, очень редко, там, может быть, раз. До этого он приезжал раз, по-моему, один раз в 2 года. Потом еще как-то он приезжал. Но дело не в том. То есть, когда я услышала, что она мне говорит, что Адель хочет поговорить с Эй, у меня такой был, как бы, во-первых, у меня был шок от того, что я услышала ее, что это она звонит. Во-вторых, второй шок, что этот Мухаммед брат хочет поговорить с Эй. И третий шок у меня был, что как люди вообще могли набраться столько наглости и звонить, и вообще такие вещи мне говорить. Я ей ответила достаточно корректно, я сказала, что я сейчас не дома, и когда я приду домой, то я им перезвоню. На что она мне сказала, что вот этот номер телефона, это телефон Адели, так что звони. Я говорю, хорошо. Вот. И уже, соответственно, позже я уже начала все обдумывать. А я просто хочу сказать, что дело в том, что то есть, когда я попала в их семью, его брат, вот этот средний, он еще не был даже женат. И когда мы переехали к ним домой, он еще женат не был, он работал, он зарабатывал себе там на свадьбу, на все эти дела, работал очень много. И как бы вот это практически, вот эта вся семья, она как бы состоялась на моих глазах. И дело в том, что самое интересное, что первое, что нас никто не пригласил, когда состоялась свадьба брата моего мужа, вот с этой женщиной, тогда еще девушкой, нас никто не пригласил на свадьбу, это раз. Во-вторых, нас даже никто ни разу за 11 лет не пригласил к ним домой. В-третьих, я видела последний раз ее, то есть жену вот этого брата моего мужа, я, может быть, видела последний раз ее лет 7-8 назад. И самое большое мое удивление, почему она мне звонит, потому что за эти 11 лет, которые я знаю ее мужа, то есть брата моего мужа, за 11 лет мне его брат ни разу не позвонил, не спросил, как дела, как что, как мы вообще живы или здоровы. И, во-вторых, за все время, что я знаю его жену, и сколько раз я ее видела, она мне никогда в жизни тоже не звонила. И ни она, ни он мне не звонили. И нас никто никогда в гости не приглашал, ни на какие дни рождения, мы даже на свадьбе не были, мы даже дома у них не были. И никто с нами никогда не поддерживал никаких контактов. И поэтому у меня сначала такой был как бы шок и такое неприятное ощущение.
Я думала, что сначала я подумала, что, может быть, я приду и позвоню, и вообще устрою раскардаш, скажу, что какое вы имеете право звонить, просто поговорить с Ей, когда вы хотя бы поинтересуетесь, живы ли здоровы дети, что они вообще вот эти 3 месяца, то есть месяц он давал там хоть какие-то деньги и заплатил за квартиру, а уже в течение 3 месяцев он не дает ни денег, за квартиру он не платит, ничего. То есть вообще как можно набраться наглости и звонить мне, прекрасно зная ситуацию, конечно же, вся семья ему все рассказала, звонить мне. И мало того, что звонить мне, так еще даже не сам его брат звонит, а звонит его жена. То есть это вообще, и говорит мне, что Адель хочет поговорить с Ей. Так что, как я уже сказала, что у меня сначала было такое желание, что я вот приду, я позвоню, вот я скажу, как так можно, там кто-то, то-то. У меня такие в голове, как говорится, разрослись мысли. И потом я себя взяла в руки. И я поняла, что это то, что они как раз ждут от меня. Вот такой реакции. И чтобы начать хоть какое-то вот это вот волнение, вот эту вот такую неприятную ситуацию разборок. И я посоветовалась с мамой, и мы пришли к выводу, что вообще никому звонить не надо ничего ворошить. Люди как появились, так же они пропали. Соответственно, я никому не перезвонила, и мне больше никто не перезвонил. Я думаю, что и без звонков, я думаю, что все понятно. И на самом меня, что больше поразило, что с этими людьми, мало того, что нас никто никогда не... То есть нас даже на свадьбу не пригласили, нас даже домой. То есть обычно в египетских семьях, когда люди женятся, особенно из семьи, обязательно их приглашают, то есть обязательно приглашают родственников из семьи. Нас никто на свадьбу не пригласил, и обязательно приглашают домой посмотреть, где они будут жить, молодожены. И, то есть, и, соответственно, так как она много времени пробыла там, она была на всех этих мероприятиях, она, конечно же, была у них в гостях, она общалась с их детьми, у них 2 детей. И всячески мать моего мужа, она старалась ее, то есть, водить по всей этой гигантской их семье, везде ее представлять как такую золотую девочку, что она такая прям вся из себя белая, что она такая... То есть, когда и там была у них, к Кей всегда как раз все относились очень хорошо. К Кей относились все очень хорошо. И мать моего мужа, и сам мой муж, и вся его семья, и вот этот брат, который работает, и все родственники, которые со стороны матери моего мужа, со стороны отца моего мужа, все относились к ней просто замечательно. Вот, обожали дочку мою, и поэтому, когда звонит его брат сейчас, она им, конечно же, они ее там просто на руках носили, закармливали, запаивали, все там покупали и так далее. То есть это отличается от ситуации, предположим, которая была ситуация с Маликом, и тем более с Дэнни, когда никто и даже не желал общаться, никто не звонил, ничего. Но когда вот прекратился контакт именно с Эй, вся семья, соответственно, задергалась, им нужна именно Эя. Так что вот такая вот ситуация, как говорится, есть над чем поразмыслить. Размышлять, в принципе, особо не о чем. И даже тут они пытаются разделить моих детей, потому что я уже говорила, что живя с этим товарищем, он постоянно, как бы, для меня мои дети все одинаковые, потому что они мои родные дети. А он постоянно делал акцент на Дэнни. Вот. Так что плевать я хотела, что они мне звонят. Мне абсолютно на это пофигу. Больше моих детей никто не будет разделять. Для меня все мои дети одинаковые. Родила их всех я, а они пускай катятся на все 4 стороны. На сегодня у меня все. Просто вот я хотела с вами поделиться, потому что вы меня спрашивали, что там с разводом, что там никто не выходит на связь. Значит, муж со мной не связывается, мамаша его тоже не связывается, никто, ни папаша не звонит, никто из семьи. Вот объявился его брат. То не он сам, а его жена. Что у меня с разводом? Значит, адвокат сейчас находится в отпуске, он в марте Матрух уехал. Я надеюсь, что, наверное, со следующей недели мы уже
приступим к нашему общению, потому что мы должны были с ним встретиться еще 2 недели назад, но в связи с его отъездом, с моей поездкой в Каир и с его отъездом в Марс-Аматрюк у нас это отложилось. Так что мы, как говорится, в процессе работы, то есть в процессе сотрудничества, и все, как говорится, продолжается. По поводу, уже есть кейс по поводу алиментов на детей от моего мужа. И слушание состоится, первое, вот я не знаю, заседание будет в октябре. Такая у меня сегодня информация. Всем спасибо большое за внимание. Пока. What does perfect even mean? Goodbye. Is there even